Всем привет! С вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Что за странное СМС вы получите и от кого? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, кто же к нам пришел сегодня на расклад. Ох, какой вы любвеобильный товарищ. Вот любовь – это ваше все. Несмотря на то, что у вас может проигрываться, такой жестковатый характер, очень такой твердый, да, решительный очень в чем-то, но в то же время вы, в принципе, склонны к компромиссу. Вы человек, который, в принципе, не отпустил от себя прошлое. У кого-то это проиграется, что вы планируете помириться с бывшей, вы надеетесь, что вы помиритесь, да, вот, может быть, ждете от нее какого-то шага. То есть она еще сидит у вас в сердце. Особенно это касается тех, кто не так давно разошелся. В принципе, вы человек, знаете, вот, я сказала, даже, наверное, чрезмерно живете чувствами и эмоциями. Несмотря на ваш какой-то такой грозный вид, да, на вашу такую жесткость, какую-то решительность, чрезмерно порой вы берете близко к сердцу. Причем это может касаться даже каких-то, чепуховых моментов. Напишите, у кого проигрывается такой момент, поэтому могут пошаливать из-за этого довольно часто сердечко, давление может быть, да, может бессонница быть, просто потому что вы, несмотря на какую-то грозную внешность, вот такой вот ранимый, впечатлительный. На языке психологии я вам скажу, что это просто повышенная тревожность. То есть люди, которые постоянно за все переживают, кипишат, да, вот, довольно тревожные люди. Здесь нужно работать с психологом, либо же с психотерапевтом. Вы человек, как я сказала, довольно любвеобильный. Вы хороший любовник вообще по жизни. Вы очень любите все эти дела. Но другое дело, что я пока не вижу женщины, с которой вы могли бы воплощать это все в свою жизнь. У кого-то из вас могут проиграться романы, да, поскольку это общий расклад. Но это романы так, чисто для развлечения. У кого-то это такие маленькие попытки устроить личную жизнь. Но я не вижу, чтобы у вас как-то вот сердечко ваше затрепетало. Стрела Амура точно его не пробила. Да, могут быть попытки, да, может быть общение с женщинами, но это еще, знаете, не тот период, когда не спишь ночами, когда сходишь с ума за женщиной, когда, допустим, планируешь свадьбу и так далее. Это совсем не те отношения, здесь даже близко такие отношения не стояли. Так, далее, что еще мне о вас поведают? Ох, вы такой решительный, серьезный товарищ. Даже может проиграться у вас, такая внешность, я бы сказала, как у тяжелоатлета может быть. Понятно, что не у всех проиграется, но может проиграться. Такой вы силач. Здесь может быть даже работа довольно такая тяжелая физическая. Физически очень много работаете. И плюс вы человек, который очень сильно вы верите в судьбу. Может быть, даже поэтому вы какие-то свои такие, знаете, жизненные моменты полагаете как раз на саму судьбу. Вот как будет, так будет, да? Но опять же, судьба – это тоже такой довольно спорный момент. Кто-то считает, что люди сами делают свою судьбу, кто-то считает, что вот где-то там наверху все написано и ничего больше делать не нужно. Опять же, это личный выбор каждого. Знаете, вот может проиграться, что вы настолько вот бесстрашный вообще по жизни человек. Вот у вас были какие-то жизненные истории, однозначно, вот что-то было, особенно, может быть, раньше, вот по молодости, когда вы, то ли в каких-то потасовках участвовали, да, там чуть ли не один против толпы. Это могут быть какие-то занятия единоборствами, это могут быть, знаете,
с чем это, ну, с какими-то такими видами спорта может быть связано именно вот там карате, дзюдо, да, вот кунг-фу, ну, в таком плане. То есть вы можете один уложить, ну, либо же могли раньше уложить несколько человек, если на то потребуется, да. Далее, ну я вот не вижу как-то, знаете, вроде бы и дом полная чаша, вроде бы все есть, да, но как-то нет радости в вашей жизни. Вот нет. Как-то все так идет, знаете, события, все ровно, все как-то спокойно, но нет такого какого-то драйва, куража в вашей жизни. Вот нет. Я не могу сказать, что ваши глаза светятся от счастья, да, но это опять же связано с личной жизнью. Это связано с тем, что сердечко не занято. Потому что когда вы влюбляетесь, окружающие сразу же видят. Это видно по вашему настроению, это видно по тому, как блестят глаза. Это видно, ну знаете, как говорят, человек летает на крыльях любви. Но это просто видно, это даже невозможно описать. Я думаю, вот когда вы раньше влюблялись, ваши, ну, коллеги, там, приятели говорили, что влюбился, да? Потому что это у вас просто было на лбу написано. Но давайте смотреть теперь, что же за странное СМС вам придет и от кого. Ну, это снова такое привет из прошлого. Смотрите, сейчас у вас будет шок. Ваш шок будет в шоке. Готовимся. Ребята, сели, легли и начинаем. Смотрите, это будет СМС от мужчины. Но это не то, что вы подумали, а то сейчас это не смена ориентации ни в коем случае, ребята. Мы не про это. У нас все по-хорошему, все порядочно, да? Это будет СМС от мужчины, но этот мужчина связан с вашей бывшей. Чем связан? Что такое? Ну, здесь, конечно же, плотские утехи. Это либо же один из ее жезлов, с которым у них, ну, типа отношения, назовем это так, да, очередной ее жезл. Он начнет вам какие-то кидать вот предъявы, как говорят, да, то есть начнет писать какие-то грозные СМС. Это может быть, естественно, не просто по телефону в СМС, это могут быть в мессенджерах, да, сейчас Viber, WhatsApp, Telegram, сейчас очень много этих всех приложений. Это будут какие-то, знаете, могут быть даже оскорбительного характера СМС. Это будут какие-то претензии. О чем претензии? Давайте смотрим. Здесь смотрите, какая ситуация проигрывается. Он ее приревновал к вам. Но это трэш, согласитесь. Что здесь имеется в виду? Она в какой-то, ну, в конфликтной ситуации, которая между ними произошла, она что-то такое сказала о вас, сравнила, может быть, с вами, вот его, да? Ну, может быть, к примеру, сказала там, а вот мой бывший такой-то, а мой бывший вот так-то делал, да? Ну, то есть у него сложилось такое впечатление, что она с вами общается. Она ему, ну, что-то такое сказала, опять же, у каждого это по-разному проиграется, что он почему-то решил, что она хочет то ли воссоединиться с вами, то есть уйти от него, да, то ли она вообще изменяет ему с вами. Ну, то есть бывают, да, такие ситуации, когда ходят к бывшим мужьям, либо же к бывшим женам и просто романят, так скажем. Поэтому он обозлился. Это могут быть какие-то даже угрозы, это могут быть оскорбления. Ребят, не ведитесь на это, можете его заблокировать спокойно. Даже, я думаю, не нужно здесь отвечать, потому что, ну, это какая-то вообще глупая история. Понимаете? Этот человек патологический ревнивец, он собственник. Он не хочет, в принципе, на данный момент, он не хочет потерять бывшую, да, ну, им комфортно, так скажем. Вот они нашли друг друга. Он такой, знаете, человек, ну, ничтожный обычно таких называют.
Они в чем-то похожи с ней, вот даже какая-то энергетика идет, вот у них одинаковая. Он тоже такой и склонный к агрессии, да, вот к нападкам, он лицемерный, это лживый человек. Ну, то есть у них вот этих вот качеств с вашей бывшей очень много. Поэтому они друг друга нашли. Вот, как знаете, рыбак рыбака видит издалека. Не ведитесь на это, потому что этот человек, знаете, здесь, скорее всего, он даже как-то вот, ну, низкое такое социальное сословие, так скажем. Он может быть, ну, я не скажу, что прям он связан с какими-то там бандитами или еще с кем-то. Ну, то есть близко к этому. Не берите грех на душу, не нужно даже мараться от такого человека, что-то доказывать, да, не нужно ему даже писать, рассказывать, что да нет, я с ней не встречаюсь, там она мне не нужна, вот даже в таком ключе. Он этого не достоин абсолютно. Пусть они сами решают свои проблемы, потому что, опять же, вы ведь точно не узнаете никогда, что именно она ему сказала. А может быть, она действительно ему сказала, что она там с вами пошла и где-то, извините, покувыркалась, да? Она могла назло ему это сказать, в порыве гнева могла сказать, а вы просто не докажете это. Поэтому вот мой такой маленький совет. Просто заблокируйте, проигнорируйте, как угодно, да? Что же из этого получится, давайте. Узнает ли об этом бывшая, что он вам пишет, да? Узнает ли она? Нет, она не узнает. Нет. Он это сделает за ее спиной. Причем, смотрите, даже если вы будете потом звонить своей бывшей, говорить, что вот там утихомирь своего ухажера, закрой ему рот и так далее, она вам просто не поверит, потому что он ей не признается. Это та история, как я вам только что сказала, что человек, ну, довольно лицемерный. Человек, который ей будет одно говорить, вам другое. Ну, просто, понимаете, в нем взыграет какая-то ревность. Вот эта вот история. Вот именно ревность. Человек, который, ну, может быть в каком-то смысле опасен. Поэтому с ним вот лучше не встречаться, да. Я понимаю, что вы есть ребята довольно горячие, такие бесстрашные, но это не та история. Вот лучше от греха подальше, вот уйдите от разговора. Даже если, смотрите, даже если он каким-то образом где-то там вас встретит, может быть, он знает, либо же узнает, где вы работаете, ну, всячески там уйдите, либо же в какое-то место людное, да, либо же скажите, что вы заняты, что вам некогда разговаривать, вы спешите. Ну, то есть какую-то отмазку придумайте, чтобы наедине не оставаться, потому что человек может нести угрозу. Какую угрозу? Да, здесь могут быть острые предметы. Ну, знаете как, в кармане. Держать можно все, что угодно. Вы понимаете, о чем я говорю? Поэтому, чтобы он вас, не дай бог, не травмировал, если это будет личная встреча, лучше как-то вот ретироваться. Так. И давайте напоследок посмотрим все-таки, будет ли он вас вообще долго преследовать, или это будет одноразовая акция, чтобы успокоить вас. Смотрите, это может случиться, ну, разок-другой. То есть это может быть, допустим, одно СМС прислал с какими-то вот этими угрозами, агрессией и так далее. Вы его, к примеру, заблокировали. Он может с другого телефона, да даже с телефона бывшей, кстати, он может вам слать угрозы. Но это будет максимум раз-другой. Поэтому вот как-то уж перетерпите. Главное, не вступайте в перепалку. Потому что я вам говорю, человек, ну такой, мягко говоря, неблагополучный. Не нужно влезать в какие-то там драки, еще куда-то, упаси Господь. Это такая сладкая парочка, которая нашла друг друга. Пусть они там занимаются чем хотят. Острыми предметами, не острыми. Это уже их личное дело. Да? И в конце концов, все, ушла, до свидос. Ну, это, знаете, какая-то вот сегодня в раскладе просто трэш-ситуация, да. Это было, ну, такого. Я, конечно, в шоке, если честно.
Знаете, мне кажется, вот почему-то, что вы эту ситуацию так не оставите. Вот вы все равно будете как-то то ли бывший это все высказывать, то ли вот, ну, какой-то конфликт у вас с ней произойдет по этому поводу однозначно. Особенно, я думаю, это касается тех, кто, ну, не так давно разошелся, потому что, ну, тех, кто много лет назад, ну, я думаю, вряд ли. Здесь будет даже, ну, как-то нелогично, да, если вы, допустим, там 10 лет не общаетесь, ну, вам не может априори позвонить, либо написать никакой жезл, да. Поэтому, ребят, даже если вы будете выяснять отношения с бывшей, ну, как-то так поделикатней. Потому что если рядом будет этот товарищ, вот рядом с ней, да, вот вы, допустим, домой к ней придете, с ней разборки делать, ну, этот товарищ тоже может и руками махать, и не только руками махать. Поэтому будьте бдительны, будьте осторожны. И знаете, вот мне как-то даже жалко таких женщин, которые опускаются до уровня общения с такими мужчинами. Вот я думаю, ну это как себя нужно не уважать, чтобы опускаться до каких-то, я не знаю, там, даже не знаю, каким словом назвать таких людей, да, вот, ну, неблагополучных, да, скажем так. Я не говорю, что они там без особого места жительства, но какой-то трэш, да, вот она, казалось бы, потеряла все, да, вот разрушила семью, потеряла любимого мужа, там, любящего, вернее, да, потому что нет, здесь любовью даже не пахнет с ее стороны. Но, тем не менее, вот связаться с таким, это причем, что она любит деньги, это при том, что она любит красивую жизнь, но связаться с таким жезлом, я понимаю, что это все временно, я понимаю, что она ним какой-то период попользуется. Да, возможно, там он в интиме ей что-то дает, но она его вышвырнет очень скоро. Поэтому ради таких людей не морайте руки, держите себя в руках. Я думаю, у вас все получится и все будет хорошо. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!